Сейчас ты узнаешь, западные проекты по GTA лучше, играть на американских серверах нельзя, и где найти настоящее РП. Сегодня мы проведем небольшое исследование и сравним наш проект Majestic RP с иностранными серверами по GTA 5 RP. Мы посмотрим, как обстоят дела там, откуда пошла наша игра, и где по идее должно быть все самое лучшее. Во время видео не смотрите на онлайн, так как проекты все же зарубежные, а играю я днем, когда у них ночь. Конечно, первое, с чем мне пришлось столкнуться, это иностранный язык. Йоу, what's up, man? Что делаешь? Я не знаю английского, и мой уровень это общение с французским другом Тео на очень ломаном английском. Подписывайся на канал, ёбаный рот. Но чтобы сравнивать проекты, для начала надо попробовать Majestic RP. При регистрации вводи промокод Таран, либо в чате /promotaran. Он даст тебе 50 тысяч долларов и 7 дней Platinum VIP для комфортного старта. Первый проект, который мы попробуем, имеет один сервер, и как он сам заявляет, на сайте 162 тысячи созданных персонажей. Встречает нас обсер, так как регистрация специфическая. И чтобы играть на данном проекте, необходимо пройти тест, а затем ждать доступа по заявлению 24 часа. Ну да, пошел я нахер. Нигде не указано, что это Hard RP, это обычный проект по GTA. Но уже тут нас ждал такой прикол. Второй проект, который я хотел попробовать, также послал меня в пучину фекалий со своей системой регистрации биографии. Честно, я уже думал, что или американцы пипец какие РПшные, или... Скоро всей вашей Америки кирдык. Наконец я нашел сервер, куда я мог бы зайти, но не без приколов. Щит. Да. Мистер Куертов. передает привет. Надо было лишь правильно ответить на тест из 10 вопросов по правилам ИРП. Протыкав на рандом все варианты, мне отказали. Тогда я вооружился переводчиком по фото и успешно прошел весь тест. Если честно, сам был в шоке. Создание персонажа ничем не отличилось. И вот я в штате. Сразу скажу вам, если у вас на сервере не такой худ, то меня даже не зовите. Ну, медятина мед. Я решил, что для начала надо найти меню управления, и может быть там есть русский язык. Но протыкав все кнопки на клавиатуре, я нашел лишь онлайн сервера и какую-то табличку, видимо как-то связанную с голосовым чатом. Сверху было уведомление о том, что скоро рестарт. Я попытался что-то сделать, но решил, что дождусь рестарта. Мало ли все заработает. После рестарта действительно все заработало, и я начал тыкать по всем кнопочкам с диким желанием разобраться хоть в чем-то. Кому не нравится инвентарь на 5 РП или на Маджестике, посмотрите вот на это. Ни одежды, ни раскладки игрока. Просто ничего. А если вы спросите, как тогда управлять одеждой? Все происходит через круговое меню. И одежда, и управление транспортом, и вообще все возможные приблуды этого сервера. Также после рестарта у меня пропал квест новичка. Скорее всего, где-то в меню он включался, но я его не нашел. Прибежав к аренде авто, я арендовал велосипед. Потом в моей голове всплыла мысль, а зачем я это сделал? Деньги мне копить не на что, возьму автомобиль. Но при активной аренде одного транспорта второй взять нельзя. Поискав какое-нибудь меню, я понял, что я не знаю, как отменить аренду. И решил ехать все же на своем велосипеде. Правда, вот беда, он был закрыт. Ну, или я не понимал на тот момент, как в него сесть. Если честно, провозился я с ним достаточно долго. Даже пытался ввести команду open. Правда, я забыл, что на серверах, где текстовый чат, открывается командой /log. По чистой случайности, нажав клавишу К, вуаля, мой велосипед разблокировался. Во время своего путешествия не единожды я встречал вот такие заведения или просто круги на земле. Но на активную кнопку Y, у нас это типа E или F, ничего не происходило. Я не мог открыть ни меню какое-то, ни войти, просто ничего. Скорее всего, я подозреваю, это было из-за того, что на сервере на самом деле идет не время-время. Да, извините за тавтологию. То есть игровые сутки не проходят за настоящие сутки, а примерно за часа 2-4. И типа по РП логике ночью все заведения закрыты. Из интересного, вот вам для сравнения магазин 24/7. Магазин оружия, в котором я, кстати, хотел прикупить пистолет, ну так, в целях самообороны. Но мне сказали, отыграй сначала 5 часов, а потом мы что-нибудь тебе продадим. И банкомат. Но есть и новенькие магазины, например, магазин электроники, где мы можем купить бумбокс и, я так понял, какую-то звуковую систему для автомобиля. И магазин домашних животных. Да, тут можно заводить животных, не знаю в каком виде это все,
так как, естественно, играть и проверять я это не буду так долго. Но тут я могу купить собственного хейтера. Подпольная кличка. Гребень. По работам так, заработать есть где. Но проблема в том, что на каждой работе требуется арендный транспорт. И арендовать его на месте или где-то прям совсем рядом нельзя. Сначала я думал, что это какой-то прикол, но переведя одну из страничек, которая выплывала мне при устройстве на работу, мне сказали, что надо где-то арендный транспорт надыбать. Устройство на работу, кстати, очень легкое. Надо просто поставить свою подпись, можно любые цифры или буквы. И быть устроенным можно сразу на 2 работы. Кстати, как я надеялся, что до меня никто не докопается, не получилось. И произошел вот такой странный диалог между человеком, который говорит на английском, и человеком, который на английском не понимает. Йоу, брат, Йоу, what's up, man? Что делаешь? пытаюсь купить пистолет. Я могу продать тебе пистолет по дешевке, братан. Sorry, my English very bad. Знаете ли вы, что такое пистолет? Как лук-лук, пиу-пиу, стрельба. I don't hear. I not have gun. Хотите такой, я могу вам его продать. Сравнивая с нашим проектом, это, конечно, небо и земля. Единственное, что мне понравилось, это растительность, которую тут добавили. По-моему, выглядит шикарно. Посмотрите. Словно ветер степи, словно в речке вода. День прошел и назад, день прошел и назад, не придет никогда. Сквозь боль и страдания вылез сервер GTA 5 Hub. Тут нас также встретил тест на знание РП, но он был настолько лайтовым, что в каком-то виде можно добавить его и на наш проект. Вопросы были из такого типа как: если вас ударили, надо ударить обидчика в ответ, или вспомнить всю его семью, найти его дом, обоссать собаку и так далее. Создание персонажа тоже максимально стандартное. Но первое новшество у меня случилось после создания персонажа, а именно нам предложили выбрать спавн: Лос-Сантос, Палетка или Сэндик. После чего началась заставка типа как у Маджестика. Первое, что я увидел, мне пытались тюхать какой-то типа боевой пропуск, после чего я появился в кастомном аэропорту. Арендовать машину здесь максимально просто. Они просто стоят в различных популярных местах. В нее необходимо просто сесть, и вам предложат ее арендовать. Аренда, как я заметил, именно по километрам, хотя пишут, что по времени. Хочу обратить ваше внимание, что квест новичка сразу принялся, и мне надо было типа поехать купить себе квартиру. Квартиру я купил, показывать пока не буду, это у нас будет плюс. Да, плюс этого сервера — это квартира. После чего нас сразу отправили в центр трудоустройства. Да, тут именно большой центр трудоустройства. По прибытию нам объяснили основы. И если честно, такое ощущение, что ты играешь в одиночную игру, так как очень много стоп-сцен, которые тебе показывают как бы окружение и что-то объясняют. Я выбрал простенькую работу лесоруба, и все максимально просто. Приезжаешь, покупаешь топор, переодеваешься и идешь. Рубишь бревна, берешь бревна, ложишь на бревна, получаешь бревна. Система работ тут на самом деле интересная. В трудовом центре есть 4 специалиста, у каждого из которых несколько работ, и ты как бы выбираешь направление. Например, я, выбрав свое направление, могу рубить бревна, выращивать на ферме, заниматься ремонтом транспорта и еще несколько профессий. Инвентарь тут максимально простой, но лучше, чем на предыдущем проекте. Магазин 24/7 тоже не дотягивает до уровня нашего проекта. Возле магазина встретил вот такую будку. Кто мне объяснит, что это такое, жду в комментарии.
I see bitterness, ambition, and madness. Oh, welcome to the city. Что ж, пройдемся по плюсам и интересным моментам. Во-первых, этот проект лучше предыдущего в раз 100. И в целом на достойном уровне. Механика квартиры очень уникальная. У нас здесь есть кладовка и холодильник. В целом стандартно, но вдобавок к этому мы получаем колонку, на которую мы можем включить любую музыку, или даже просто аудио-видео с ютуба. Например, я могу сидеть в квартире и слушать свое же видео. Сейчас ты узнаешь, срачи игроков в комментах, медийки продают зрителей, и почему конкуренция между Majestic и GTA 5 RP это хорошо. Реализована механика настоящего Sims, мы можем менять покрытие пола, стен, двери и мебель. Это однозначно интересно. Механика поломки транспорта при сильном столкновении. Мы не только получаем урон, но и глохнет транспорт. В целом это плюс-минус реалистично. Если авто будет сильно сломано, то каждые несколько минут транспорт будет глохнуть. А полностью починить его удовольствие не из дешевых, скажу я вам. Сколько? Да ты шо, охуел, блядь? Для любителей инвентов тут отдельный кайф. Сервером проводятся различные мероприятия в виде боксерских поединков, дискотек. И все это можно узнать в меню и даже увидеть реальное местоположение на карте, во сколько и где будет происходить. Странно, что ни на одном из проектов нету казино. Нет, конечно, физически здание казино есть, но оно пустое и на карте нет никаких других казино. Как итог, я с полной уверенностью могу сказать, что наши разработчики делают на очень высоком уровне. Да, здесь не было серверов с 5M, но мне в целом хватает скринов и видео с этой платформы, чтобы сделать свой вывод.